in the Upanishad, it says, wake up and understand the opportunity that is before you. Speak loudly. Веды говорят, эти санскритские слова, процитированные сейчас, означают: проснись и начни искать свою собственную природу. In other words, we're sleeping in ignorance. Пробудись. Иными словами, мы в настоящее время спим в невежестве. Ignorance, that means we do not know our actual identity. Невежество подразумевает, что мы не знаем свою подлинную природу, не знаем, кто мы такие на самом деле. An identity crisis is not exclusively the domain of teenagers. И кризис самоотождествления, если можно это так назвать, не является исключительно прерогативой подростков. But an identity crisis is the problem that's facing every human being. Самоотождествление и кризис самоотождествления является проблемой всех живых существ, всех человеческих существ. We're told in the Bhagavad Gita that a proper estimation of a proper estimation of the environment we're in at present is janma mrityu jara vyadi dukkha doshanu darshanam. To understand that the basic setup of the material world is birth, death, old age and disease. Бхагавад-гита говорит нам, что наиболее фундаментальное определение природы того мира, той реальности, в котором мы находимся в настоящее время, это рождение, смерть, старость и болезни. Таковы основополагающие факторы жизни в этом мире. Right? It says dukkha doshanu darshanam. To be aware of the miseries of material existence is to a certain degree to be enlightened. И то же Священное Писание говорит, само по себе знание о природе этого мира, осознание того, что мы испытываем в нем страдания, уже до известной степени является освобождением от них и просветлением. Basically, human energy is being spent trying to escape, either to minimize or escape these inevitabilities. И положение дел таково, что в этом мире человеческая энергия тратится главным образом либо на то, чтобы избежать, либо на то, чтобы свести к минимуму эти страдания жизни, с которыми человек сталкивается повсюду. But spending all of our human energy in trying to eliminate misery is something less than noble for human existence, human pursuit. Но усилия, постоянная трата своей жизненной энергии на то, чтобы избавиться от страданий или уменьшить их, вряд ли является подлинным и благородным и должным для человеческого существа занятием. It says in the Srimad Bhagavatam, Dharmak svanushtata kumsam visvaksena katasuya notpariye jarivatim shrama evahi kevalam. If, at the end of the day, your human endeavors do not produce an attraction for hearing the message of Godhead, they're shrama evahi kevalam, a useless waste of time. И Священные Писания говорят, что если наши усилия, те действия, которые мы предпринимаем в качестве людей, не ведут нас к слушанию повествований, к слушанию истин о природе высшего начала, о природе Бога, тогда любые наши действия, усилия и старания в этом мире являются тщетными и бесцельными. We have to be aware of our surroundings. Мы должны знать о том, в каких реалиях мы живем, что нас окружает. Right? We have to be aware of the world that we live in. Мы должны осознавать природу того мира, в котором мы находимся. And assess it properly. И принимать эту природу, взаимодействовать с ней должным образом. I want to live permanently, eternally, but that's not possible in the present environment.
я хочу жить вечно, я хочу бесконечной, вечной жизни. Но подобного рода жизнь, подобное существование немыслимо и невозможно для меня в моем нынешнем положении. So, ignoring that inevitability, we're trying to make arrangements through science or technology, chemistry, biology, to extend the range of human life. Игнорируя неизбежность смерти, мы пытаемся расширить границы жизни посредством достижения научно-технического прогресса, открытий медицины, биологии и тому подобных вещей. But our projections are so miserly that people are happy with another 10 years, another 10 months, another 10 days. И при этом наши запросы, наши чаяния в этом смысле настолько ничтожны, что человек удовлетворяется, скажем, тем, что его жизнь продлевается на 10 месяцев, 10 лет, может быть, на какой-то ограниченный промежуток времени. Because they cannot conceive of another world beyond this one. И это происходит потому, что многие люди не в состоянии помыслить и допустить возможность существования мира за пределами существования мира или реальности за пределами этой реальности. But there are many worlds even within this one. Но даже в рамках этого мира существует множество миров. According to one's level of development of consciousness. И это зависит от степени развития сознания живого существа. Just like for some people, there's a literary world. Скажем, для некоторых людей существует мир литературы. A whole world that is accessible through literature. Огромный мир, который доступен посредством произведений литературы. But for people who do not read books, that world is irrelevant or in that sense does not exist. Но для людей неграмотных или малограмотных этот мир не является актуальным, и в этом смысле они не живут в нем, они не ведают о его существовании. But that doesn't mean that there is no literary world. Но это не означает, что мир литературы отсутствует, что его нет. It depends upon conscious awareness. Это зависит, его существование или несуществование зависит от степени осознания. Just as we're saying, it is essential that we become aware of the nature of the world in which we are living at present. Только что говорилось о том, что мы должны осознавать подлинную природу, то есть осознавать, чем в действительности является тот мир, в котором мы сейчас находимся. What things are possible to achieve, what things are impossible to achieve. И также осознать то, какие достижения являются возможными для нас в этом мире, и какие достижения являются невозможными. And which things are inescapable and inevitable. А также какие явления или вещи являются неизбежными и неотвратимыми. Once a king of India, of ancient India, he had a conversation with the Lord of Death. Однажды один из царей Древней Индии имел беседу с богом смерти, повелителем смерти. Like the minister of death. Это личность, этот бог смерти, он является чем-то вроде министра смерти. Like even in human society, we have some position like that, those who are in charge of death. Даже в человеческом обществе есть люди, которые занимают положение аналогичное этому. But this conversation was between the Lord of Death, the premier of death, and the then king of India. Но разговор этот состоялся между той личностью, которая была владыкой смерти, повелителем смерти и царем тогдашней Индии. And you would think that having such an opportunity, you would want to ask death a question. И можно себе представить, что имея такую возможность беседовать с олицетворенной смертью, вы бы задали олицетворенной смерти какие-то вопросы. But in this instance, the Lord of Death, he was interested to ask that king certain things about the world of life. Но в этом определенном случае владыка смерти пожелал задать правителю, царю, некоторые вопросы о природе мира жизни.
And he thought, there are so many things you could tell me, but what I would like to know is, what is the most wonderful, astonishing thing that you have discovered in life? И владыка смерти спросил у него следующее. Он сказал: мне хотелось бы спросить тебя о множестве вещей, но прежде всего, во-первых, я хочу узнать твое мнение. Что ты находишь в этой жизни наиболее удивительным? Какое чудо с твоей точки зрения? Самое чудесное. And the Lord of Death, and the king told the Lord of Death, Ahani ahani bhutani gachanti ha jamalayam shesha stavra icchanti kim ascharja atakpuram. Every one before us has died. На это царь Индии отвечал ему: каждый, кто предшествовал нам, каждый, кто жил прежде нас, умер. Around us, everyone is dying. Наши близкие, родные и люди в близком и дальнем окружении умирают. While we are speaking, people are dying. Сейчас, в то время, когда мы беседуем с тобой, где-то умирают люди. We know that in the future, all of us will die. Мы знаем, что в будущем все мы умрем. But still, we're all thinking that we won't die. И тем не менее, мы все как бы думаем, что мы никогда не умрем. He said, I can't think of anything that's more astonishing than this. И заключил царь: я не в состоянии представить себе или помыслить о чем-то более удивительном, более невероятном, чем такое положение вещей. So it says, Labdva sudurlabam bahu sambhavante. After reincarnating from one lifetime to another, one species to another, one at last achieves the human life form. Писания говорят о том, что живое существо после блуждания в различных формах жизни, после рождения в различных формах жизни, наконец достигает человеческой формы, рождается человеком. This world has a wide range of varieties of life forms to accommodate the deluded soul. Этот мир, это мироздание заключает в себе великое множество форм жизни, которые способны заключить в своих рамках множество живых существ. The Vedas say there are 8,400,000 species of life. И Веды называют точную цифру. Веды говорят, что в материальном мире присутствует 8,400,000 различных форм And they жизни. represent a gradual development and evolution of consciousness. Великое множество различных форм жизни. И эти формы жизни являются разными проявлениями или разными ступенями в развитии сознания живого существа. Between all the life forms, you find some similarities and some differences. И мы можем обнаружить определенные сходства и определенные различия этих форм жизни. Right? Ahara nidraya bhayamaitunam cha. So all of them are engaged in one form or another of eating, sleeping, reproducing, sexual reproduction, and defending themselves. И в то же время существуют жизненные функции, которые объединяют все живые существа, различные формы жизни. Они присущи им всем. И этими функциями являются следующие: это сон, еда, совокупление и оборона или защита себя от себе подобных. Animals are engaged in these activities. Human beings are engaged in these activities. Животным присущи эти жизненные функции, и человеческим существам в равной степени они присущи. So what is the difference between a human being and an animal? В таком случае, если это так, каково различие между животным и человеком? Human beings have credit cards. У человека, у людей, человеческих существ есть кредитные карточки. No, that cannot be the difference. Нет, это не может быть. It says, Dharmena hena pashubi samana, that human beings can inquire, what is the purpose of my existence? Этим принципиальным отличием человека от животного является тот факт, что человеческое существо в состоянии задаваться этим вопросом: в чем смысл и цель моего существования? You cannot find any philosophical animals. Невозможно найти где бы то ни было
философское животное, животное, склонное к философскому анализу. In the midst of their animal activities, they're not stopping sometimes to appreciate a sunset. Так сказать, в гуще, посреди своих повседневных занятий, животные не могут, скажем, остановиться вечером для того, чтобы полюбоваться красотами солнечного заката. Two tigers don't have an identity crisis. У тигров нет так называемого кризиса самоотождествления, то есть мучительных попыток узнать, кем же я являюсь. And start wondering what is the purpose of their existence. И они также не останавливаются для того, чтобы задуматься о смысле и цели бытия. They are clearly focused on the purpose of their existence. Они однозначно сосредоточены, сфокусированы на каких-то жизненных потребностях. But what sets human beings apart from animals is this ability to inquire, to engage in self-analysis. И то, что является прерогативой исключительно человеческих существ, это возможность и потребность в самоисследовании и самоанализе. To ask, why do I exist? Вопросы о том, почему и зачем я существую. What is the purpose of my existence? Каков смысл и какова цель моей жизни? How can I fulfill that purpose? Каким образом я могу осуществить эту цель, то есть достичь ее? What is my potential and how can I realize that potential? Каков мой потенциал в качестве человека и каким образом я могу реализовать этот потенциал? We will see that human potential has the capacity for self-development and its ultimate expression as love. Мы видим, что потенциал человека выражается в развитии и кульминации или вершиной этого саморазвития, раскрытия своего существа является такое явление, как любовь. Just to exploit others, to dominate others, is not the specific facility offered to humans. Просто эксплуатация других, стремление использовать других ради своих интересов отнюдь не является тем уделом, который предназначен человеку. Certainly, this is the world of exploitation. Вне всяких сомнений, мир, в котором мы живем, является миром эксплуатации. Where one living being lives at the expense of another. Где одно живое существо живет или выживает за счет другого живого существа. But human beings try to minimize their exploitation. Но человеческие существа пытаются уменьшить масштабы и степень этой эксплуатации. Understanding the principles of karmic reaction. Понимая принцип кармических реакций. If I'm exploiting others unnecessarily to maintain my existence, then I'm also creating many undesirable karmic reactions to suffer in the future. Речь идет о том, что если я эксплуатирую кого-то сверх всякой меры, использую его в своих интересах, то последствия моих действий вернутся ко мне в будущем. So we do not realize our potential through domination and exploitation and consumption. Поэтому наш потенциал как живого существа не может быть реализован, не может быть раскрыт посредством таких явлений или вещей, как эксплуатация, как использование других и потребительство или потребление. But it's realized through self-giving, self-sacrifice, self-forgetfulness. Напротив, этот потенциал наш потенциал может быть осуществлен и реализован через самопожертвование, отдание себя.